Добрый вечер, дорогие друзья. Сегодня в Белоруссии был ужас, кошмар, цинизм власти. И видно ее огромный страх, потому что то, что они сегодня делали, это уже объявление войны. Как и обещал Лукашенко, берегите детей. Сегодня впервые начали задерживать детей, заводить в автозаки, запугивать людей. С 11 утра уже вовсю шли светошумовые гранаты в ход. Людям не давали нигде собраться, отключили интернет с самого утра, закрыли метро. И самый большой цинизм и ужас этого воскресенья – это то, каким способом и как разогнали людей у мемориала погибшему Роману Бондаренко. Лукашенко объявил войну, и он к ней готов. У него оружия много, и в случае чего еще кто-то подбросит с востока. Давайте об этом поговорим. Знаете, очень быстро и четко власть перевела повестку дня. Что теперь она не за свободные выборы, а теперь Лукашенко – это Беларусь, все остальное – фашизм. Это же очень четко слизано с Путина. Путин – это Россия. Любой другой, кто претендует на власть и на менеджмент страны, он фашист, враг и хочет разрушить страну. Все разговоры о том, что все сдувается, что бы они ни делали, это все пшик, потому что с 8 утра уже в город стягиваются броневики, БМП, спецтехника, водометы, Кчауралов, там, не знаю, МАЗов, нагруженных солдатами. В 9 утра уже отключается мобильный интернет. В 10 уже закрываются, метро не работает. Это же разговоры, может, для пропагандистских новостей, что там никого нет. Но Лукашенко с перепугу уже с 11 утра начал применять спецсредства. Людей уже с 11 утра, с 10 начали задерживать массово. По принципу больше двух, значит, задерживаем. Собираться нельзя. Они делали все, чтобы люди не сформировались в колонну. В любой части города их всех вытесняли с проспектов, загоняли во дворы. Люди все равно собирались. И сегодня наступает такой переломный момент, когда мечтающий о том, чтобы протест радикализировался, и Лукашенко его жестко задавил и сказал, что вот, это все радикалы, все плохие люди, он людей сознательно к этому подталкивает, потому что если выходило 200 тысяч, все хотели сделать мирную революцию и показать, что вот мы против, мы есть, нужны честные выборы, то после того ужаса, что творит его ОМОН, его спецслужбы, даже если 10% радикализируется, а так и произойдет, потому что уже очень много убито людей, замучено еще больше, то 10% это 20 тысяч. 20 тысяч радикально настроенных людей, партизан, это уже вполне гражданская война. Потому что тех спецслужб всех вместе не больше.
Да, у них есть оружие, а у этих есть поддержка всего народа. Это самый плохой сценарий, который бы я не хотел, чтобы развивался. Но Лукашенко, по-моему, все на это толкает. Потому что сегодня впервые массово, когда людей начали вытеснять с проспектов, задерживать и выгонять во дворы, оборотни диктатора получили сопротивление. Молодежь начала вступать с ними в драки. Молодежь начала освобождать тех, кого не хватает. Женщины устраивали такую звуковую атаку громкую, что ОМОН терялся, когда набегает 50 женщин, очень громко кричит. Те не знали, в какую сторону голову повернуть, и отпускали людей. Ну, давайте по порядку. Здесь ребята подскочили и освободили какого-то своего молодого друга. Дальше начали появляться видео, где герои в зеленой форме, скорее всего из глубинки, люди, которые дали им форму дубинки, они решили поиграть в героев, начали терять своих и как шашкой наголо бежать в толпу протестующих. Сейчас будет два видео, два они с разных мест, но этих героев молодежь очень-очень быстро поставила на место. Буквально им хватило 5 секунд. Я снимаю. Петушара! А дальше в интернете всплыло видео, как две девчонки, именно девчонки, даже маленькие девочки, не знаю, им 11-12 лет, идут все с рюкзачками, вбегают в обмундировании, все со щитами, великие герои, где они не по одному, а толпой. И зачем-то публично, чтобы их сняли, чтобы показали везде, задерживают ребенка и уводят в автозак. Знаете, когда я это увидел, уровень моего гнева был колоссальным. Представляете, уровень приказов и распоряжений, которые дают этим малолеткам в зеленой форме. Это же, чтобы все было зафиксировано на камеру, это же специально делается. Дальше впервые, как только митинг должен был начаться с 12 часов, тоже в двух разных районах, эти нелюди начали наезжать машинами на людей, притом осознанно и на большой скорости. Смотрите, первое в правом верхнем углу
микроавтобус на полном ходу въедет в парня, потом выскочат с ружьями, займут круговую оборону, а парня затащат, ну и, как обычно, увезут в неизвестном направлении, скажут, что он пьян. Сбили кого-то. Сбили человека машину. Видишь, их тоже чем-то закидали. Сколько время? Не вижу. 12:27. А, слышишь, стреляет он, по-моему. Стреляет. Но оказывается, наезжать на людей дали команду не только этим гиенам и шакалам, еще добавились гаишники, я не знаю, как их назвать. Убегает парень от чернокнижников. Посмотрите, как нажимает на газ на гаишник и как пытается его на полном ходу сбить. Понятно, парень войдет в Оскар как самый лучший побег от автомобиля. Но он же его убил бы. Ну и дальше начинается весь цинизм этого вечера. Кто следит за Белоруссией, а кто первый раз. Позавчера в Беларуси убили тетушки, только это военные какие-то спортсмены. Парня за то, что он во дворе пришел спросить, зачем вы с ним эти бело-красные ленточки. Его избили до полусмерти, он умер в реанимации. Президент сказал: я возьму это на контроль, но уже сегодня мне сказали, что он был пьяный. И умер от алкоголя, только у него отбили голову, череп, нос, уши, все в РОВД. И вот на месте, где погиб этот парень, 2 дня люди несут цветы. Весь двор перемен засыпан цветами. И вот когда начали с проспектов всех сгонять, уже к часу или к 2 уже 500 или 600 человек задержали. Автозаки переполнены. РОВД, наверное, тоже. Люди ручейками пошли в этот двор отдать дань уважения парню. И власть приняла решение, что это может стать каким-то символом сопротивления. И во что бы то ни стало, в любом месте, где собираются люди, их надо придушить. И посмотрите, как она это сделала. Сначала это набежали, как мы говорим, гиены Карпенкова, которые в спортивных штанах, в бронежилетах и в кроссовках Adidas, тут им еще надавали светошумовых гранат, попытались через дворы людей просто залить светошумовыми гранатами, разогнать. И они, будучи уверены, что их
боятся, и от ихнего вида спортивных штанов будут все разбегаться, они подошли прямо вплотную к 10 метрам мемориала. Встретили их, конечно, вы понимаете, как. Люди, у вас ничего живого нету! Человечество! Ну вы что прибрали? Мои соседи лучшие. И потом, поняв, что этих 500 женщин и мужчин, которые не ушли после такого количества взрывов и стоят прямо возле мемориала, они решили сделать показательное выступление и согнать к этому месту, в этот двор жилого квартала, все, что у них было, наверное, в городе. Это просто толпы орков. В общем, людей полностью окружили по периметру. Вышел главный ОМОНовец на переговоры. Рассказал, что вы все окружены. Немцы, оккупанты. Вы все окружены в родном городе. Деваться вам некуда. Поэтому, пожалуйста, все без сопротивления грузимся в автозаки, которые мы подогнали. И я вам отвечаю, мне вот это понравилось, я вам отвечаю, вас никто бить не будет. Беларусь. Концлагерь делают и очень быстро. Я не хочу, чтобы у вас это все превратилось в радикальную форму сопротивления. Должны убедить любой ценой людей сделать на 2 недели локдаун, карантин, как хотите его называйте, но чтобы стала вся страна. Потому что сегодня ж вышел не только Минск, вышли и все другие крупные города. И везде эти прихвостни режима людей бесцеремонно задерживали и били. И иногда думаю, что они в полной изоляции. У них нет интернета. Им показывают в 10 часов вечера один пропагандистский канал, где выходит какой-нибудь озаренок и говорит: вся страна с вами, там осталось 500 протестующих, им вчера самолетом или с вертолета выбросили деньги, они их пособирали, и вот завтра пойдут колоться и вас мочить. Они живут в другом мире, у них есть оружие. Сделайте такую забастовку, чтобы они поняли, что страна уже поменялась. 21 век. Что никто никого не хочет делить, и никто ничего не хочет менять, кроме одного. Усатого, который сидит 26 лет наверху. Никто ни с кем не хочет воевать. Просто поменять топ-менеджера, который живет в 19 веке. И который вчера на пресс-конференции, забыл сказать, сказал, что если что, он уедет работать в Россию. Вы же уже не видите его маленького Колю автоматчика. Он его переправил.
И может быть и самолет есть. Он просто рассказывает всем, что я герой, я тут до конца. Но на пресс-конференции сказал, если что, поеду работать в России. Себя он в Белоруссии видит либо главой концлагеря, либо будет текать. Денег у него все равно достаточно. Живи Беларусь. Делайте забастовку. А то будет беда.